Были и лжепророки в народе, так и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Этот фильм состоит из материалов, которые были получены в результате многолетней борьбы с религиозной мафией в США. Все, что вы увидите и услышите, всего лишь один из многочисленных, бесчеловечных и опасных для американского общества эпизодов паразитического существования бандитской верхушки церкви Вифания из города Сакраменто, Калифорния, США. Меня зовут Николай Фейцер, и я рад приветствовать всех наших инвесторов, наших зрителей, которые будут смотреть эту кассету. За точку отсчета и мы возьмем эту кассету. Добыть уникальные архивные кадры оказалось непросто, потому что сегодня это серьезная улика. Пастор Пятидесятнической церкви Вифания Николай Фейцер рассказывает про самое начало строительства финансовой пирамиды по обману святых в своей доверчивости людей. Так случилось, что в прошлом году мы открыли все три бизнеса. Значит, один хирургический в начале, потом клинику, а потом МРИ. На этой кассете Николай Фейцер проводит экскурсию по хирургической клинике. Это первый так называемый бизнес мошенников. Обратите внимание, клиника, по словам Фейцера, открыта аж в прошлом году, но пациентов в ней до сих пор нет. Нет и врачей. Зато есть менеджер, который красиво все рассказывает и показывает. Давайте остановимся на комнате, которую она называет главной – операционная. Гостей прямо с улицы в ботинках, без халатов, масок и головных уборов всей толпой заводят туда, где должно быть самое стерильное место клиники. Никто даже руки не помыл. Потом гостей развлекали скальпелями и показали кабинет врача. Как смущенно заметила менеджер, очень скромный кабинет. От компьютера один только монитор. И правда, зачем врачу компьютер? Обороты по обману надо было набирать быстро, поэтому... Мы решили расширять наш бизнес не только в Калифорнии, но и в Айдахо, в Бойзи, и в Вашингтон, Сиэтл. И тут начинается самая мутная часть схемы. Фейцер и банда решили играть на технологии МРТ. Вот его подельник Петр Солодко так и говорит. Люди не знают, что такое этот стендап МРИ. В какой-то степени это плюс, а не минус. Конечно, плюс, потому что будущим инвесторам можно рассказывать любые сказки. В 2004-м магнитно-резонансная томография оказалась чудом, ведь всего годом ранее американский химик Пол Лоттербург и британский физик Питер Мэнсфилд получили Нобелевскую премию за разработку этой технологии. Работу машины стендап МРИ Николай Фейцер в рекламе своей пирамиды не показал, зато похвастал, что поставил новый трансформатор для ее работы. А теперь посмотрите последний момент, когда братья наши совершили молитву и благословили наш бизнес. Благословлять аферу, а позже и активно в ней участвовать, приехали 14 пасторов из 3 штатов – Калифорнии, Вашингтона и Орегона. И в теле рук наших поспешествуй нам. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И в деле рук наших поспешествуй нам. И да явится, Господь сказал, на сынах моих. Ну куда же без главного человека в Вифании Адама Семеновича Бондарука. Произнося «на сынах твоих», лжеепископ приобнял Петра Солодко, и кассета разошлась по рукам пасторов. А те, в свою очередь, взялись за прихожан. Схема простая. Вносишь деньги в этот медицинский бизнес, получаешь дивиденды. Обещали 10% от взноса, меньше $50 тысяч не брали. Сотрудники Lex Liberty объехали не один штат и познакомились с судьбами инвесторов. В 2004 году пошли по церкви разговоры, что кто-то нашелся помочь русским инвестировать деньги.
И Фейцер, пастор из Вифании, Сергей Пунт, Бондарук, они все как бы говорили, что мы хотим помочь русскому народу, чтобы в старости у нас была какая-то экстра копейка. И нужно для этого вложить 50 тысяч в компанию. Все упомянутые в этом фильме дела переданы в Securities and Exchange Commission, и пока ФБР разрабатывает участников пирамиды, мы вынуждены изменить голоса и скрыть некоторые лица. Люди боятся физической расправы, и не зря. Мы перечислим только 3 подозрительные смерти. 4 декабря 2011 года от кровоизлияния в мозг скончался менеджер церкви Вифания Виктор Чернецкий. За 5 дней до этого он внезапно потерял сознание сразу после братского собрания и в себя уже не приходил. А ведь после собрания Виктор должен был тайно передать ФБР церковные документы, подтверждающие преступление Адама Бондарука, связанные с пирамидой. 23 сентября 2018 года в автокатастрофе погиб Иван Федяков. Охранник церкви Вифания вложил в пирамиду $150 тысяч и после обмана рассказал обо всем журналистам издания The Sacramento Bee. Человеку, который не побоялся раскрыть религиозную мафию, было 73 года. Вот что осталось от его автомобиля. Брюс Фред Фридман, человек, вложивший в пирамиду $80 миллионов, внезапно скончался в тюрьме. Причем стоит особо отметить, это произошло в Париже. Организаторы пирамиды, пользуясь пасторским авторитетом, ходили по домам прихожан и точно знали, какую сумму из кого можно выдавить. Мы 4 раза отдали по 50 тысяч Николаю Фейцеру. Николай Фейцер приходил к нам домой много раз, убеждал нас, уговаривал, рассказывал. И причем рассказывал, не говорил всю правду. Когда же правда всплывала, люди, конечно, пытались вернуть свои деньги. Безрезультатно. Им нагло ставили условия выживания в пирамиде. Сдай друзей, и тогда выйдешь сам. Я подошла к Николаю Фейцеру и попросила, что верните нам деньги. Он отказал нам, сказал, приведите на свое место, вместо себя людей, и тогда я вам верну. Красноречивый факт, не правда ли? Если Бондарук, Фейцер и все их подельники в сане топтали божьи законы, то что для них старые знакомства, обычный источник наживы. Братьев во Христе, а уж тем более друзей, преступники обворовывали, соревнуясь друг с другом. Я познакомился с Фейцером задолго до того, когда он мне предложил инвестировать деньги в MRI. Я поверил, думал, что это связано с медициной и будет хороший инвестмент. Я взял моргидж на мой дом 350 тысяч и вложил в этот бизнес. То есть люди, поверившие пасторам, несли им не просто последние копейки. Обманутые инвесторы брали деньги в долг, в банке. Как обеспечить немалый заем? Все просто, пастора подсказали. В 2004 году мы с мужем взяли в банке заем под дом в сумме $100 тысяч и вложили эти деньги в компании. В 2006 году нам сказали, что дела у этих компаний идут плохо, что даже может привести к банкротству. И чтобы этого не случилось, эти компании соединили в одну, которую назвали Consolidated Healthcare Services, LLC. А нам надо было подписать страничку нового контракта, которого мы не видели в тот момент, когда подписывали. Да, люди, на которых постоянно оказывалось психологическое давление, подписывали контракт вслепую. Схема, по которой первые месяцы кто-то и правда получал выплаты, позволила втянуть в нее и доверчивых американцев. Как, скажем, это произошло с Питером Тренчем. Родственник Бондарука похвастал, мол, уже получаю, и Питер сам попросился в пирамиду. С радостью принес $50 тысяч. My name is Peter Trench, and in 2005 or 6, I heard about this company, which was an MRI clinic, and I was told about it by a business associate of mine, and he had relatives that had invested money in the company, and they were given, I think, 10% interest on the money that they invested with the company. Дальше с американцем поступили так же, как и со всеми остальными. Посмотрите, какой толщины документ он должен был подписать. Напомним, переводы никто не заверял. Вы сможете прочитать и понять 400 страниц без переводчика. Частенько контракт был и вовсе пустым. My name is Tommy Bratkoff. I am making a statement on behalf of my father, Alexander Bratkoff, who has been involved in
investment scheme. This has happened in 2004, 2005. It's been a while back. This is the binder of the so-called investment with his name on here, with the potential clinic, so-called clinic. There's also a contract in here that is completely blank. Николай Маламура. Его покойная жена отдала Бондаруку $50 тысяч. Мечтала таким образом оплатить образование детей. Я с недоверием в это вложил, и в итоге я понял, что нас очень красиво и хорошо обвели и обдурили. Теперь 5 детей остались с долгами. Конкретно в этой истории важно то, что супруга Николая, Нина Маламура, еще ребенком ходила в церковь, в которой Адам Бондарук был пастором. Это было в эстонской Кохла-Ярве. И чем сложнее было инвестором, тем легче было организатором пирамиды. Не знаю, мы иммигранты, мы не знали английского. Мы приехали вообще в чужую страну, но мы поверили от того, что он наш человек, в нашей церкви, пастор, видное лицо было. И главное, пошел по макушкам, пошел по верхушкам, по пастора, где по ихние семьи агитировали, делали, что хотели. А люди верили, потому что, это пастора. Эту женщину зовут Надежда Распотнюк. Она мать 5 детей и супруга пастора церкви Вифания. Их семья принесла в пирамиду $200 тысяч. Когда врачи поставили Надежде диагноз «рак», ей срочно понадобились деньги. Но помогать семье собственного же пастора никто из верхушки религиозной мафии не стал. Зато все узнали, что организаторы свои вложения уже давно вернули, причем полностью, конечно же, из денег вкладчиков. Почему же Бондарук другие, ваша сестра, те, вы им вернули, и они on top of that и работают, и получают. Адам Бондарук с радостью запускал руки и в карманы представителей других религиозных конфессий. Слово пастору баптистов. Адам Бондарук жил рядом со мной, не так далеко, можно сказать, 400 метров, как соседи. И когда я посетил их, то его жена Галина сказала, что мы тоже вложили деньги. И мы вложили 150 тысяч, я думаю, что это будет интересно и тебе. Я говорю, конечно, если это имеет какой-то смысл, то я готов тоже пожертвовать, постараться, чтобы иметь какую-то в будущем какую-то поддержку. И я поверил, потому что если Бондарук согласился, если Фельдсер так авторитетно заявил, то что ж мне люди знакомые. Если мы покажем всех, кто с нами пообщался, то этот фильм затянется не на один день. Только славянских семей больше 200. Многие уже умерли, не дождавшись правосудия. Многие потеряли дома, под которые брали кредит. Многие и сейчас вынуждены платить проценты. Вот, пожалуй, самый яркий такой случай. Павел Кислянко принес преступникам более $3 миллионов. Деньги взял, как и советовали, в банке под свои 7 домов, которые он сдавал в аренду. В итоге все они конфискованы за неуплату. Сейчас Павел, которому 77 лет, живет на съемной квартире и работает на стройке. Таким образом, и американской банковской системе был нанесен ущерб, ведь дома пришлось продавать по заниженной стоимости. Надеемся, к этому моменту у вас сложилось понимание. Религиозная мафия не считалась ни с кем, в том числе обдирала стариков, которые по нашим американским законам считаются особо уязвимыми, vulnerable adult. А если кто-то из них пытался найти справедливость, в ответ получал только угрозы. И так в церкви Бондарука было всегда. Перенесемся в 90-е. Этого человека зовут Владимир Воронцов. Сейчас он с трудом говорит, но когда-то принимал активное участие в братском совете Вифании. Более того, он помог Бондаруку деньгами, отдал на так называемое хранение немалую сумму. Когда он попытался ее вернуть и написал хозяину Вифании письмо, то получил в ответ вот такую угрозу. Хочу вам напомнить, что проверка обнаружит и ваши немалые средства, которые вы вложили в церковь на сохранение, утаив это от Welfare и от SSI. А это уже совершенно не в ваших интересах, и последствия для вас могут быть совершенно непредсказуемы. Бондарук начал мстить и разрушил семью Владимира Воронцова. Такова плата за то, чтобы теперь смотреть на верхушку Вифании открывшимися глазами. Бондарук заявил, что как-то на братском собрании заявил, что это его бизнес, церковь стала его бизнесом. И неудивительно, что он различными путями
начал делать деньги через церковь. Тогда же, в конце 90-х, лжеепископ Адам Бондарук знакомится с отставным военным Альбертом Уилсоном, который владеет зданием спортивного комплекса опустевшей базы ВВС. Он продает лжеепископу здание, которое совсем скоро поселившаяся в нем богадельня Бондарука превратит в настоящую фабрику по обману и по пранию всех законов, и библейских, и американских, и общечеловеческих. Мы просим хозяина, Эл Вилсон. Спорткомплекс, которым мы владеем, это одно чудо, а Эл Вилсон это второе чудо. Второе чудо, удивительный человек. Человек и правда удивительный. Во-первых, Альберт Уилсон – офицер. Во-вторых, пенсионер. Ну и в-третьих, ангельски доверчивый человек, считавший, что совершает благое дело, превращает запустевшее здание в дом молитвенного собрания для вынужденных переселенцев. Альберт Уилсон выступил в роли кредитора, поскольку банк не одобрил сумму в 5 миллионов 425 тысяч долларов сообществу эмигрантов-беженцев. Чем же ответил Адам Бондарук на такую доброту? Конечно, обманом. Лжеепископ предложил Уилсону не платить в рассрочку. Офицеру принесли оставшиеся деньги и чек на сумму $1 200 000 долларов. После подписания документов о переходе права собственности Адам Бондарук и Николай Фейцер тут же предложили Альберту Уилсону вложить только что принесенные деньги в церковь, медицинскую клинику, а также в аппараты МРТ. Это уже знакомая нам схема. Обещали 12% годовых, и Альберт Уилсон поддался. 2 миллиона вернулись аферистам. Более того, еще 1 миллион в эту пирамиду внесла дочь Уилсона. Нужно ли говорить, что денег своих Уилсоны не вернули? Таким образом, территория славянской миссионерской церкви Вифания украдена у Альберта Уилсона. Главному мастер-сержанту, который отдавает долг Америке, отслужил в горячих точках по всему миру, от Вьетнама до Германии, терять сегодня уже нечего. Его жена, дочь и сын умерли, он остался один, и теперь настало время общества встать на защиту американского героя. Ветерана нужно отстоять. Организаторы пирамиды не только вернули свои деньги, которые они для отвода глаз вкладывали наравне с прихожанами. Многие пастора за свое усердие получали надбавки. Сам Адам Бондарук брал себе еще и по 20% с каждого вовлеченного в пирамиду. Жадность этих людей не имеет границ. Деньги инвесторов были выведены из медицинских офисов в строительную компанию Николая Фейцера «Фейцер Construction». Это так называемая прокладка, фирма, которая позволяет отмывать деньги. Фейцер Construction выигрывала все тендеры на ремонтные работы в здании церкви Вифания. За последние 17 лет таких конкурсов было как минимум 25. Стоимость каждого из них была, конечно же, завышена, и общая сумма составила почти $4 миллиона. А еще Николай Фейцер строил или реконструировал дома, оформлял их на Адама Бондарука, его жену и детей, ну а продавал их сам Бондарук. Только в округе Сакраменто на Бондаругов приходится 286 транзакций в сфере недвижимости. Адам Бондарук 52, Павел Бондарук 46, Вениамин Бондарук 39, Петр Бондарук 25 транзакций. При этом Петр Бондарук был осужден на 6 лет за мошенничество и отмывание денег в сфере недвижимости. Теперь о делах Николая Фейцера. В округе Сакраменто на его семейство приходится 1338 транзакций в сфере недвижимости. На самого младшего сына Фейцера Павла 460 транзакций. Обратите внимание на левую колонку, указаны год и количество документов. 2005 и 2006 самые богатые на переводы, а ведь это именно те годы, в которые обманутые инвесторы массово отдавали деньги на МРА. Деньги обманутых стариков и доверчивых прихожан перекочевали в семейные мафиозные кланы Бондарука, Фейцера и Солодка. Они не стали чьей-то пенсией или платой за лечение или учебу, они стали машинами класса люкс, элитной недвижимостью, яхтами. Давайте посмотрим, как живет младший сын Николая Фейцера Павел. Это горит хирургический центр, с которого начинался наш фильм, где Бондарук поднимал руки и произносил молитвы своему богу Мамоне.
Центр, который не работал ни дня и был наспех сколочен для создания пирамиды. Как установило следствие, улика против банды преступников в Сане была умышленно подожжена, а через 6 дней скончался и сам Николай Фейцер. Это произошло в конце 2019-го, и пока горел фиктивный медицинский бизнес, его выгодополучатель Адам Семенович Бондарук всеми силами пытался расколоть церковь «Новая жизнь». Об этом Лекс Либерти рассказывал в предыдущих сериях. Прибрав к рукам миллионы церковных пожертвований в своей церкви, лжеепископ Бондарук страстно хотел отобрать приход у пастора Василия Никитовича Вакульского. Правда, которую удалось донести до людей с помощью наших расследований, помогла отстоять церковь «Новая жизнь». Правда оказалась сильнее всего братского совета, который по приказу Бондарука пошел войной на своего же пастора Вакульского. Потеряв прихожан, он был вынужден почти в одиночку биться с рейдерами и каленым железом выжигать предателей. Обстановка гнетущая. Кто же ее занес? Занесли наши братья. При помощи Хомича, Бондарука, при помощи Гринька, Александра, Кирилла, Петра Панасюка, Леонида Пахнюка занесли в церковь этот ужасный духовный вирус. Решением братьев Александра Гринько, Кирилла Гринько, Петра Апанасюка и Леонида Пахнюка за то, что были они предупреждены, поставлены на освящение, но они не остановились, продолжают свою работу. Обрабатывать людей, настраивать против пастора, молодежь, молодежный хор. Потому приняли братья решение на основании Священного Писания. Этих братьев, которые зачали эту работу в церкви, которые призывали, делали, не останавливались, снять окончательно с них служение и отлучить от церкви во имя Господа Иисуса Христа. И этот духовный вирус, который был внесен в церковь Вакульского для Бондарука, стал вирусом вполне вещественным. Да, Адам Семенович Бондарук заразился коронавирусом. Та же участь постигла его жену Галину и сына Павла. Туда же в койку отправились сотни прихожан и десятки функционеров Вифании, которые, по словам директора службы здравоохранения округа Сакраменто, доктора Питера Бейлансона, продолжили свои собрания вне здания церкви. Как утверждают власти Калифорнии, Вифания стала самым крупным в Америке церковным очагом заразы. Ну и в заключение короткая справка. Бондарук Адам Семенович родился на Украине в семье верующих пятидесятников. Двуликим был всегда. С молодости активно сотрудничал с КГБ. Когда детям верующих нельзя было учиться, закончил школу с золотой медалью. В 1961 году в городе Кривой Рог он был свидетелем обвинения, когда судили пресвитеров и диаконов за религиозную деятельность по 209 статье украинского УПК. Тогда все получили лагерные сроки, а через 2 года странным образом Адама Бондарука произвели в сан пресвитера. А служение приняло в Грозное 60-е годы. В 61 году, в сентябре месяце, 20 сентября, начался судебный процесс над 10 братьями из 3 криворожских церквей. Было допрошено около 153 свидетелей, христиан, пытались взять какие-то обвинения. И я оказался на суде. В 70-х, когда в СССР началась борьба пятидесятников за свободу вероисповедания, Бондарук не только одобрял преследование верующих, но, пользуясь поддержкой КГБ, оказывал на них давление, отлучал от церкви и заставлял писать письма в органы. Но как только при американской поддержке советские пятидесятники добились возможности эмигрировать, Бондарук сразу же сбежал. Он обманул иммиграционную службу, ведь сам никогда не преследовался. Кроме того, он скрыл уголовное преследование сына Петра.
В Америке Бондарук хитростью возглавил тех, кого преследовал и предавал. Вскользь об этом мы уже рассказывали. Я обращаюсь к вам, люди. Неужели такие уже потерявшие рассудок, люди, христианство такое, этот Котяков мужеложник, а если по-простому говорить, пидорас. Здесь, в Сакраменто, ему потворствовал Бондарук. Он ему предоставил в собрании место, где он агитировал, чтобы к нему приходили к Котякову. Люди, братья, протрезвитесь, посмотрите, кто вас рукополагал и рукополагает, и какой результат. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан, и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому.